Здравствуйте, я редко записываю такие видео, я просто хочу сегодня поделиться с вами своими мыслями по поводу последних событий, по поводу последних новостей, но без конкретной привязки. Дослушайте, пожалуйста, это видео до конца. Во-первых, я всех поздравляю с Днем Сбройных сил Украины, потому что реально все сейчас благодаря нашей армии, но я хочу здесь подчеркнуть один крайне важный момент, который вообще мало кто понимает. Прежде всего нужно поздравить Залужного, потому что, как сказала американская пресса, как во всех этих публикациях было, достоверный факт. Залужный не рассказал ни Зеленскому, ни Ермаку, ни кому-либо еще у власти о плане защиты Украины на случай полномасштабного наступления из России. Я вас уверяю, что если бы Залужный сидел в офисе президента и с Зеленским, Ермаком этот план разрабатывал и посвятил их во все детали и тонкости, несомненно, это все было бы слито. И, несомненно, Украины уже бы не было как независимого государства. Потому что еще раз хочу напомнить ту историю, которую все забыли, как готовилась и практически была уже реализована операция по ЧВК «Вагнер», которая успешно была провалена, потому что после совещания в офисе президента, по информации из прессы, конечно, Ермак вышел кое-куда в Беларусь, позвонил, и эта операция сорвалась. Я не сомневаюсь, что если бы Залужный сел и всех их там посвятил и сделал это совещание, точно так же какой-нибудь Ермак или точно Ермак вышел бы, точно так же какой-то бы звонок сделал, и Украины бы уже не было. Потому что все мы помним, как был сдан Херсон, в то время был главой СБУ Баканов. Напоминаю про Баканова, ни одной новости, ничего. Никакого упоминания. Президент вещает ленту новостей, нам каждый вечер рассказывает на своих ежедневных обращениях. Ты расскажи, где Баканов, а потом поговорим. Тот Баканов, при котором был сдан Херсон. Тот Херсоны, который лично вы, Владимир Александрович, ездили, инспектировали там, за месяц до начала военных действий. Как же так получилось, что был сдан целый регион? Ответов нет. Поэтому я всегда четко разделяю Украину и Зеленского. Я всегда хочу сказать, что все благодаря народу Украины, благодаря ЗСУ. На фронте настоящие герои, не в офисе президента. И поэтому, когда сейчас главную заслугу Зеленского ставят, ну так он же не уехал, а в ЗСУ кто-то уехал. А люди уехали, которые пострадали. Но Зеленский находился в бункере под сумасшедшей охраной с возможностью по одному звонку эвакуации лучшим спецназом Британии или США. Разве вы имели такую возможность? Нет. Мужчины даже не имеют возможности сейчас выехать со страны, чтобы прокормить себя и свою семью. Более того, семьи распадаются. И поверьте мне, если эту статистику когда-то кто-то вообще проведет и опубликует, это будут просто кошмарные цифры. И тут сегодня ошеломительную новость выдает пресс-атташе Зеленского Никифоров, что первые дни войны весь офис президента жил в аскетичных условиях, и они ели мивину. Как вам? Это просто какой-то новый анекдот. Даже Арестович у Гордона такого не сказал. А тот первый бы подхватил, если бы даже намек был на какой-то аскетизм. Представляете вообще, за какое быдло нас всех держат? То есть они выходят, говорят вам такую новость, но про скандал с Кириллом Тимошенко, знаете, какая реакция? Про этот Porsche Taycan во время войны за 100 тысяч долларов, который принадлежит фирме человека, который напрямую входит в группировку криминального авторитета Нарика. Перед этим Тахо я все это освещал. Они, первое их действие, там же фотографии в этом расследовании, фотографии этого Porsche, где за рулем был Тимошенко, они были сделаны из системы «Беспечное место». Это система видеокамер в городе Киеве. То есть журналисты получили доступ к этой системе. Как это произошло? Естественно, кто-то, кто имеет доступ, какой-то сотрудник в связи с журналистами, в совместной работе слил просто-напросто эти скриншоты и видео. И теперь офис президента все силы, по моей информации, запустил на то, чтобы найти все-таки кто крот, кто же слил эту важнейшую информацию. А вы ждали какой реакции? Вы, наверное, ждали, что Кирилл Тимошенко с позором покинет офис президента Украины. Объяснения от него ждать не приходится. Ведь когда случился скандал с Chevrolet Tahoe, он вышел и сказал: я просто очень сильно помогал фронту. Я бессеребренник, но теперь, когда меня обвинили в Chevrolet Tahoe, я вам расскажу, что я сделал для фронта. Я не буду стесняться. И давай перечислять. Такое впечатление, что он с Бахмута не вылазит и вообще на передовой находится. Поэтому про Тахо я к журналистам обращаюсь: бесполезно, не подходите. Потому что вы очередной бред услышите, опубликуете. Это не решение проблемы, это путь в никуда. Я это все вам рассказываю, освещаю, чтобы показать отношение власти к нам. Повторяю, нас не считают за человека разумного, за homo sapiens. Нас считают за быдло. А быдло можно кормить информационной мивиной. Поэтому всю эту информацию можно назвать информационная мивина. Вводим такой термин. А тем не менее реалии страны каковы.
Я разговаривал с предпринимателями. На генераторах пытаются обуть, пытаются какие-то все равно таможенные пошлины дорисовать. Хамство, такое хамство на границе. Любой, кто сейчас пытается завести товар, настоящий предприниматель без Решалова, не человек Кирилла Тимошенко, не человек Ермака или кого бы то было еще в офисе президента, они все пытаются нагреть предпринимателей и людей, героический народ Украины. Одни проблемы, как хамят сейчас и женщинам, и детям, как туалетов на пропускных пунктах нету, так и нет. С этими генераторами вроде как отменили, но каждый раз пытаются обуть. Так относится государство к героическому народу Украины. НДС накладные блокируются, бизнес делать невозможно, предприятия, бизнес закрываются. Все больше и больше там в своем кругу общения я вижу людей, которые уже на чемоданах, либо уже уехали, кто в Канаду, кто в Америку, кто в европейские страны. Нет конца и края этому, люди ищут любые возможности, и поток уже не остановить. Единственное, что я хочу заметить, мне интересно, как на Мивине поправился так Подоляк, я в каком-то из видео это рассказывал, такую пачку уже отъел. Зеленский явно поправился, Арестович поправился, все поправились, наверное, на Мивине, на бункерной Мивине. Но на самом деле это психологический феномен, кому интересно, посмотрите в одном из видео, я это уже освещал, почитайте в гугле, действительно такое есть. Когда человек получает... Человек, на самом деле, не с хороших побуждений, а такой гниловатый, получает власть, он начинает этим упиваться, мозг сразу реагирует, сразу набираешь вес. Поэтому мой самый главный посыл, как всегда, к вам. Не позволяйте, не ешьте эту информационную мивину, фильтруйте новости, смотрите мой канал, подписывайтесь на мой канал, подписывайте друзей, подписывайте родственников. Сейчас, кто смотрит, не подписаны, подпишитесь, поставьте колокольчик. Вы понимаете? Просто неприятно, что с людей, которые с граждан Украины хотят сделать таких балбесов власть. Просто каждый день открываешь новости, я не нахожусь сейчас в Украине, открываю новости и ничего не меняется. Все та же мивина. Просто бизнес, медицина, что бы то ни было, везде мивина, мивина и мивина. Я эту мивину никогда не ел, даже вынужденно. И как видите, оказался в политической миграции. И вам советую просто протестовать против этого телемарафона. Я не про улицы, не про митинги, не про забастовки. Внутренний протест, информационный протест. Это говно не смотреть. Я вам больше скажу. Сейчас, исходя из ситуации на фронте, которая может повернуться в любую сторону, могут случиться любые самые неприятные события, они под этот шумок вам еще не такую мивину приготовили. Во-первых, недавняя мивина – это отключение света. Когда начали копать уже, оказалось, что этот ДТЭК, что там просто-напросто никакой квалификации нету, что этот монополист, который абсолютно не подготовленный. Во-первых, все, кто сталкивался с ДТЭК хотя бы один раз в жизни в Украине, знают, что, во-первых, провести куда-то свет безумно дорого, неоправданно, и все, что вы вкладываете, потом остается государству и ДТЭКу. Любой вопрос решить с отключениями света, с какими-то проблемами, вы никогда никому не дозвонитесь, не допишетесь. Это фактически предприятие, которое работает вообще без связи с внешним миром. И фактически там остался совок, но Ренат Леонидович упакован супер, в кавычках, бизнесмен. Напоминаю про фонд, который мы будем создавать здесь в США. Фонд для возвращения украинцев домой, для противостояния вот этому хамству государственному, для противостояния этим негодяям, для противостояния олигархам, которые не устану вам просто говорить и напоминать. Я точно знаю, что я сейчас говорю. Батальон Монако ждет, потирает руки, чтобы вернуться, делать свои дела. Но вы не думайте, что сейчас эти дела не происходят. Арахамия регулярно летает всяким европейским городам, встречается с кем нужно. В новостях, конечно же, он вам мивину потом информационную передаст. Но на самом деле бабки пилятся просто колоссальные. И по той информации, которой я владею, эти бабки даже больше, чем до войны. Более того, и сейчас, к сожалению, уже 3 разных человека, которые связаны с поставками вооружения, там, армейской амуниции, все говорят, что требуют откат. Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями, это важно. На этой неделе я хочу снять вам еще 2 видео. Одно видео, которое будет посвящено мовному питанию, которого на самом деле в Украине нет, на мой взгляд, но я очень подробно попытаюсь вам эту тему раскрыть. И второе, это одна тема, которую я пока не буду озвучивать, но поразительно, украинская пресса совершенно не сделала ни одного упоминания. Хотя это резонанс, и эта ситуация влияет на Украину и вообще на весь мир. Ну, я вам об этом расскажу, потому что в Америке, слава богу, все освещается, естественно. Жду ваши комментарии, пишите ваши мысли. На этой неделе будет обязательно стрим.
пообщаемся подробно, потому что что-то мне подсказывает интуиция, сейчас будет время очень больших новостей и событий. Спасибо, пока.